Я уже не раз показывал, как я использую различные отходы, обрезки, которые образуются в процессе изготовления торцевых разделочных досок, но вот этот метод еще не показывал. У меня образуется очень много обрезков щитов при изготовлении досок. Очень часто конец щита весь растресканный, особенно этим грешит дуб, плохо высушенный дуб торцевня, то есть концы досок все растресканы. Ну, попадается и подуг вот с трещинами, сапели, орех. То есть это совсем бракованная древесина, которую использовать как-то тяжело. Часть щитов вообще с такими, с большими сучками, сложным ядром. Использовать их на доски или на какие-то хорошие проекты очень сложно. Но я тоже все это использую, поскольку древесина дорогая и выбрасывать ее получается дорого. Я из них делаю щиты, то есть склеиваю вот таким образом, ну, естественно обрезаю, а потом использую на различные проекты. Щиты получаются вот такие. Вот получаются такие щиты, склейка торцевая, она, конечно, очень ненадежная, поэтому потом я распиливаю готовые щиты вдоль еще раз, переворачиваю все делянки, чтобы места склейки не совпадали, распиливаю еще раз, ну так 2-3 дополнительных распила, и получается нормальный щит, который выдерживает любые нагрузки. Я это делал не раз для внутреннего использования, для использования внутри помещения, но сейчас мне понадобилось сделать стол. Жена попросила стол в беседку, вот примерно так он будет выглядеть. И я хочу попробовать сделать это из таких щитов и посмотреть, как это будет вести себя на улице. Но я почти уверен, что это будет вести себя очень хорошо, будет стоять там зимой, под дождем и так далее. Но тем не менее проверить надо, поэтому сейчас сделаю такой стол, а через года два узнаю, насколько он прочный. В основном размеры здесь небольшие, вот это порядка 600-800, но несколько деталей мне нужны будут длинные, там 1500-510, ножки будут достаточно длинные. Ну, сейчас вот приступлю. Щиты для изготовления досок я, как правило, делаю одинакового размера, то есть ширина щита где-то 420, толщина после обработки получается 35, поэтому очень удобно вот эти все обрезки любой толщины склеивать и формировать уже новые щиты. Оплила края всех обрезков, теперь начинаю формировать щит. Можно, конечно, формировать по породам древесины, там сделать только из дуба, но мне нравится более такой как бы пестрый цвет, поэтому буду чередовать дуб с другими породами древесины. Вот. Подуг, орех, ясень, клен. Вот подуг весь в трещине, поэтому буду чередовать. В ход идут самые тонкие обрезки, вот подуг тоненький, вот венги попался. То есть все это можно использовать. Основная часть материала, которая мне нужна
длина 660 миллиметров, поэтому сделаю где-нибудь 700, чтобы оставить определенный запас. Несколько щитов у меня уже готовы, я периодически склеиваю. Обрезки, когда их скапливается достаточное количество. Вот, но эти щиты для этого проекта короткие, поэтому мне придется склеить их вместе еще раз, чтобы получить щиты для более длинных деталей. Оставляем щиты сушиться на ночь. Торопиться здесь не нужно. Склейка должна хорошо просохнуть, поскольку торцевые склейки очень непрочные. Но в принципе они нам нужны только на первом этапе, для того, чтобы удержать вот эти отрезки вместе до последующей операции. Нужно будет их дальше распилить на делянки, повернуть и опять склеить. Но некоторые щиты очень большие и тяжелые, работать с ними неудобно, тем более края неровные, поэтому я распилю их пополам, по центру ручной дисковой пилой, а затем уже перейду на ленточную пилу. Поверхности у получается щитов неровные, есть перепады высот, а на следующей стадии нам придется клеить именно вот эти стороны, поэтому следующая операция — это рейсмус. Далее обработанные щиты необходимо распилить на делянке вдоль. Для этого можно использовать циркулярку, но я предпочитаю ленточную пилу, поскольку она дает меньше отходов. Получившиеся делянки очень непрочные, сломать их очень легко, поскольку это торцевые склейки, которые торцевые поверхности клеятся вообще сами по себе очень плохо. Ну и плюс маленькая площадь на такие размеры. Ну, вот у меня есть остаток, обрезок щита, вот он ломается в любом месте. Поэтому задача заключается в том, чтобы склеить
делянки боковыми сторонами и так, чтобы торцевые линии склеек не совпадали. Для этого делаем следующее. Вот получившиеся делянки переворачиваем на 90 градусов. То есть тут у нас уже получается поверхности обработаны на ресмусе, они гладкие, готовы склеивать. И затем, чтобы вот эти линии не совпали, ну, самый простой способ это перевернуть на 180 градусов. И в 99% случаев линии склейки не совпадут. Можно, конечно, сдвинуть еще немножко, но это будет потеря от линии. Одну так, вторую, как и первая, дальше следующую переворачиваем, первую и готовим вот такие щиты. У нас получилось не очень много делянок, но вот сделаю из них также 2 щита и в дальнейшем уже буду дальше обрабатывать. Пока объяснял, забыл перевернуть на 90 градусов. Конечно, они должны стоять вот так. То есть они одинаковой толщины, то есть мы получим щит толщиной 30 миллиметров. Дальше опять его также будем обрабатывать. То есть опять распилим, причем распил пойдет так, чтобы он не попал по предыдущей линии склейки. То есть надо делать либо меньше, либо больше. Ждем часа 2-3 и можно приступать к следующей стадии. Я ее показывать не буду, поскольку абсолютно все те же самые операции. То есть мы щит пропускаем через рейсмус, затем распиливаем на делянки, следя за тем, чтобы линия пропила не прошла по линии склейки. Но я буду пилить чуть пошире. Также переворачиваем, еще раз склеиваем. Делаю последний, третий пропил. Сейчас я делаю ширину пиления 27 мм для того, чтобы получить готовые детали, из которых хочу делать стол толщиной 25 мм. Сейчас займусь столешницей. Мне нужны 2 длинные детали, я подготовил, остальные более короткие. Сначала сделаю столешницу на ножке, что хватит. Насколько прочными получатся эти изделия, сказать сложно, но видно, что здесь линии склейки торцевые не совпадают, и поэтому делянки держатся боковыми гранями. Но более того, и внутри, вот это хорошо видно по этому отрезку, что здесь линии склейки тоже как бы в основном не совпадают. Вот здесь в одном месте есть, то же самое с этой стороны. Поэтому здесь структура очень сложная со всех сторон, поэтому я думаю, что они будут как бы достаточно прочные, но в любом случае для стола вполне достаточно. То есть плясать на нем никто не собирается, хотя дети, конечно, залезть могут, но я думаю, что вот их как раз и выдержат. Раконный пиломатериал у меня закончился, поэтому ножки сделал составные, они толстые, сечение будет 80 на 80 миллиметров. Сделаю центр из клена, вот, а со всех 4 сторон вот такие цветные накладки.
Пончик. А кепку одень правильно. Ты пошел кого-то спасать? Нет. Нет? А что ты будешь делать? Я буду помощником. Ты помощником будешь папиным? Да. Ну иди затягивай по. Сейчас что тебе сделать? Вот, надо закрутить струбцину. Скину. Иди закручивай. Да. Вот так вот. Стена очень дух тяжелая. Тяжелая, да. Давай, папа. И дубская. Да, ты мне немного помог уже. Когда это просохнет, все это строгается и приклеивается все накладки с двух сторон. Папа, А, где работа? Костюм котика очень простой. помазал, теперь надо струбцинами затянуть. Струбцины зачем мажешь? Все. Заклеил. Молодец, беги к маме. Папа. Я решил проверить, насколько все-таки они прочные. Прочно абсолютно измерить мне сложно, буду просто сравнивать с цельным куском сосны. То есть помещу это в пресс на основании и буду давить в центре. Ну и попытаюсь заметить на манометре все-таки какое давление не выдержит, если манометр это позволит. Ну, начну, пожалуй, с сосны. И буду показывать не заготовку, а манометр. То есть, когда он дернется, скорее всего, будет видно, какое давление он выдержал. Ну, совсем немного. Я даже не успел заметить. По-моему, около 2 тонн. Вот что получилось с заготовкой. То есть, она треснула. Теперь помещаю ту заготовку, которую я подготовил. Сейчас точно не заметишь, но будет, наверное, лучше видно уже на экране в замедленном повторе. Но, конечно, видно, что прочность гораздо меньше. И даже измерить сложно, манометр, по-моему, практически не дернулся.
Подготовил я столешницу. Вот она уже стоит достаточно долго, хорошо высохла. Подготовил все детали для основания стола. Но занимался этим проектом время от времени, и, к сожалению, наступила зима. Не успел я собрать стол и покрасить. Поэтому вторая часть откладывается на весну. Тогда я уже покрашу, установлю и покажу готовый результат.